Прекрасно. Резьба удалена. Да, это, наверное, странно слышать от человека, который только что отошел вообще от всех регламентов, точил болгаркой коленвал. Мы живем в России. Экстракторы – это очень опасная вещь. Сколько, как вы думаете, стоила данная работа? Всем привет! С вами я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. И сегодня у нас немного технического контента. Естественно, не просто технического контента, а интересный и нестандартный ремонт. Перед вами двигатель от скутера BMW C650 GT. И этот двигатель пока еще без пробега по России, а общий пробег у него составляет всего лишь 5500 километров. Он очень свежий, очень хороший, и главная особенность этого двигателя в том, что он несколько недель назад был продан нами. И человек его дальше собирался установить. Собственно, двигатель продавался вот в таком виде, как он сейчас, без навесного. Так получилось, что генератор мы с него тоже сняли вместе с ротором. И клиент должен был к нам приехать со своим двигателем для того, чтобы мы с помощью съемника, а ротор снимается таким вот съемником с резьбой М38, чтобы мы с помощью съемника переставили его ротор на этот двигатель. Собственно, прошло какое-то время, но на праздниках человек не приехал, а спустя некоторое время сказал, что у него знакомого нашелся съемник, ротор они уже переставили, все нормально, но у него возникла другая проблема. Это двигатель 2016 года, и он уже снят с рестайлингового мопеда, но это был первый год рестайлинга, и у него еще стоит механический натяжитель. Его задача была переставить свой гидравлический натяжитель сюда. И при попытке открутить пробку, которая закрывает масляный канал на натяжитель цепи ГРМ, к большому сожалению, эта пробка у него не выкрутилась. Он сказал, что уже с двумя моторами мучился подобным образом, но на первом моторе ему помогло закрутить туда экстрактор и извлечь остатки этой пробки, а с этим мотором возникла беда. Последствия того, как оно не получилось, вы можете видеть сейчас на экране. Человек воспользовался экстрактором, решил закрутить его внутрь этой пробки, но пробка вместо того, чтобы выкрутиться, встала на месте, экстрактор расширил отверстие и, соответственно, расширил резьбовую часть. Как итог, сломал посадочное место, куда закручивается болт. А мне теперь предстоит как-нибудь эту проблему решить. С установкой ротора генератора у людей тоже возникли большие проблемы. Они то ли не знали, что там есть шпонка, то ли просто не обратили на это внимания. Ну, в общем, шпонкой не попали в паз и затянули в наглую ротор, попортив некрасиво коленвал. Это, конечно, будет ездить, я уберу все эти заусенцы и прикручу ротор нормально, но когда я его демонтировал для того, чтобы можно было нормально работать с масляным каналом, у меня был немного шок, потому что обычно у людей возникают проблемы со снятием ротора, но чтобы его так мимо шпонки устанавливали, я встречаю первый раз. Честно говоря, я на протяжении недели не подходил к этому мотору и вынашивал в голове план, как же это можно сделать. Он озвучил типа «спасибо, что взялись», но, честно говоря, я люблю браться за такие случаи, когда у меня есть время, есть возможность, потому что нестандартные поломки – это всегда интересно для такого технаря, как я. Соответственно, у нас здесь есть несколько вариантов решения данной проблемы. Первый вариант – это просто взять, сжать это все дело на место, разделать трещинки, аккуратно заварить сами трещинки, проварить плоскость прилегания уплотнительной шайбы и на этом остановиться. В принципе, вариант неплохой. Единственная проблема только в том, что надо сначала достать остатки болта. А еще одна проблема в том, что не все из этих трещин нормально доступны. Второй вариант – это наплавить заново часть этой резьбы или всю целиком, то есть удалить ее и, соответственно, заново изготовить, потом отшлифовать поверхность и нарезать новую резьбу. Главным минусом этого метода будет то, что нет никакой гарантии, что резьбу получится нарезать ровно, а также ровно сделать плоскость, потому что болгарками, напильниками и так далее, подобными подручными инструментами сделать соосно резьбу относительно плоскости получается с большим трудом.
И третий вариант – это изготовить на токарном станке втулку, сразу нарезать на ней ровно резьбу, соответственно, сделать ровную плоскость прилегания шайбы, а потом эту втулку уже приварить к этому двигателю. Но у этого способа тоже, как выяснилось, есть одна большая проблема, потому что здесь достаточно мало места и достаточно серьезный скос. Что же я буду делать? Я думаю, что я сейчас удалю все-таки ту часть, которая почти до конца отломана. Попробую извлечь остатки старого болта. И уже из этой точки буду думать, как мне действовать дальше. Решил я попробовать разрулить все это дело малой кровью. Поковырял для начала первые витки резьбы болта зубилом, но у меня не очень-то это вышло хорошо. Попробую немного просверлить. Прекрасно. Резьба удалена. Похоже, что придется все-таки применять третий вариант. Второй что-то, по-моему, не катит. Итак, была изготовлена такая вот втулочка. В ней сразу нарезана необходимая резьба М10 шаг 1. Из сплавов, которые подходят для этой задачи, мне удалось найти только АМГ-6, которую мне продали как АМГ-3, но я думаю, пойдет. Итак, задача дальше взять бормашинку и разделать вот это посадочное место так, чтобы эта втулка более-менее встала правильно. В крайнем случае подточить саму втулку. Итак, друзья, пришлось немножко помучиться со сваркой, потому что было довольно трудно проварить между корпусом масляного фильтра, креплением теплообменника и, собственно, непосредственно самой втулкой. Это именно та причина, по которой я откладывал этот способ на второй план, но когда рассыпалась вся эта резьба, я решил, что это будет единственным адекватным вариантом. Вот в эту вот щель действительно очень трудно залезть горелкой. Я достал всякие разные длинные, но узенькие там сопла на горелку, и в конечном итоге мне все-таки удалось это дело проварить. Варится этот металл хорошо, мне очень понравилось, как он варится. В целом металл, из которого сделана втулка, тоже варится нормально. Присадку я использовал алюминий-кремний, потому что она больше подходит для деталей, от которых требуется в первую очередь герметичность, а уже потом прочность. И в итоге осталась всего лишь одна процедура, это капиллярный контроль, то есть наносится так называемый пенетрант, который впитывается во все микропоры, трещины и так далее. Далее он смывается. Если где-то есть трещина, он в ней остается. Далее наносится проявитель, который позволит определить, все-таки рукожопья или не очень. Ну, по мнению всех комментаторов, конечно же, рукожоп. В общем, если вся проверка на герметичность пройдет хорошо, то можно считать операцию успешной и ремонт завершенным. В конце я уберу все заусенцы с коленвала, нормально установлю ротор и отдам этот двигатель для дальнейшей установки. Итак, мы замыли пенетрант, он у нас проник во все возможные поры, трещины и так далее. Мы подождали какое-то время, далее замыли его, нанесли проявитель. Проявитель у нас быстро высох, и красные следы остались на нем в тех местах, куда проник пенетрант. Собственно, пенетрант создан для того, чтобы проявлять все возможные дефекты. Если мы видим незначительные следы, это поверхностные поры. Если бы они были более явными, то это были бы более глубокие поры, с которыми уже надо было бы работать более детально. Мы же видим, что у нас никаких серьезных дефектов нет. Можно все это дело замывать, собирать и отдавать клиенту, потому что все это будет работать, потому что все получилось хорошо. Итак, данная работа завершена. Я все замыл, продул масляный канал очень хорошо, все перепроверил, установил теплообменник на место. Далее я взял коленвал,
и убрал все заусенцы в месте крепления ротора, которые могли бы повлиять на его правильную установку, установил его, правильно попал шпонкой в паз, заменил болт, который был немножко попорчен, и правильно его затянул. Болт крепления ротора генератора затягивается с усилием 150 ньютон-метров. Если даже у вас нет никакого специнструмента, то затянуть его несложно, потому что с другой стороны коленвал имеет шлицы под головку на 17, и можно попросить друга просто подержать, чтобы коленвал не прокручивался. Это несложно, но делать это крайне желательно правильно, если уж вы туда лезете. Хочу обратить особое внимание тех ребят, которые, возможно, столкнутся с поломкой генератора, а такое иногда случается на них, и думаю, с возрастом будет случаться чаще. Ротор генератора бывает с вот этой вот синей и черной пластмассками. Синяя – это, если я не ошибаюсь, вторая генерация, то есть генератор нового образца. BMW предписывает, если вы меняете генератор, то меняйте его только в сборе с ротором и в запчасти поставляет только новый образец. Если вы переставляете только обмотку, которая стоит в крышке, а это заманчиво, потому что для этого не требуется толком никакой специнструмент, то ставить ее можно только, вот если она стояла с черной пластмасской, то, соответственно, только на ротор с черной пластмасской. Если она стояла с синей, то на ротор с синей. Если они будут отличаться, то BMW говорит, что это сделать нельзя, это работать не будет и так далее. По какой причине они эти регламенты создали, я понятия не имею. Что там отличается, я точно не знаю. Но BMW так делает часто, и я не сторонник отхода от заводских регламентов. Да, это, наверное, странно слышать от человека, который только что отошел вообще от всех регламентов, точил болгаркой коленвал, варил картер какими-то непонятными втулками, его восстанавливал и так далее. Но факт остается фактом. Мы живем в России и спасаем все, что как-то возможно спасти, чтобы оно еще как-то долго ездило. Однако от себя я желаю вам, если вы сделаете что-то своими руками и не чувствуете уверенности в своих силах, у вас не получается или что-то еще, то есть чувствуете, что можете что-то сломать, лучше обратиться к профильным специалистам сразу. Потому что, во-первых, выйдет дешевле, уже стопудово, это проверено годами. Во-вторых, выйдет качественнее, потому что куда лучше, чем что-то ломать, просто аккуратно что-либо высверлить, выкрутить и так далее. Да, и будьте, пожалуйста, аккуратны с экстракторами. Экстракторы — это очень опасная вещь, и выкрутить ими аккуратно можно только то, что не сильно закисло и не сильно сложно выкрутить и без них. В подавляющем большинстве случаев с помощью экстракторов можно только навредить. Не делайте, пожалуйста, так. Будьте осторожны, потому что облом экстрактора в каком-нибудь двигателе иногда может закончиться заменой этого самого двигателя. Ну, понятно, что всегда пытаются все как-то выкручиваться, но если по-правильному, то так. Поэтому будьте очень-очень, пожалуйста, внимательны. Кстати, уважаемые комментаторы, мне было бы очень интересно услышать ваше мнение в комментариях, сколько, как вы думаете, стоила данная работа. А вам всем я желаю удачи, скорейшего наступления сезона и чтобы ваша техника никогда не ломалась. С вами сегодня был я, Антон Больших, и мастерская Антоха Гараж. Всем пока!